слайд. Здесь исследование длиной 1 год, как я вам говорил, это традиционный слайд, который я на протяжении многих лет готовлю в своих обзорах. Сравниваем декабрь 2024 год на примере класса социальное жилье. $563 за квадратный метр. И уже декабрь 2025 года $594 за квадратный метр. В целом рост 5,51%. Да, видите, я сказал 4,5, а тут 5,5%. 5,5% в годовом измерении, друзья, это за год. Ну, правда, это безумие. Многие там меня ругают, почему-то считают, что я риэлтор, и пытаюсь им впарить непонятно что. Друзья, я не риэлтор абсолютно. Я говорю, как оно есть, поэтому стоимость растет, но для этого нет внутренних, потом мы будем говорить, никаких показателей, которые бы говорили о том, что, как оно называется, рынок должен расти, потому что рынок недвижимости, очень кратко, тезисно, это составляющая или сегмент украинской экономики. Так вот, внутренний региональный продукт Харьковской области, друзья, он ниже плинтуса. Зайдите, посмотрите, это же открытые данные. И не может рынок недвижимости расти в отличие, так сказать, ну, вторичный рынок. Мы сейчас о вторичном говорим, класс социальное жилье. Почему? Ну, во-первых, потому что он продается за доллар. Вот кто бы мне что бы ни говорил, друзья, что там государственные программы разогревают рынок, там действительно государство не дает доллара, а дает компенсацию в виде гривны. Но это единичный случай, абсолютно единичный случай, потому что эти программы не работают. А так вторичный рынок исключительно продается и покупается за доллары, ну или может быть за евро, в зависимости от пожелания, так сказать, продавца или там, покупателя, как они договорятся. Поэтому не может на вторичном, вернее, на вторичном рынке, сейчас мы о вторичном рынке говорим, в долларах расти стоимость квадратного метра. Но мы ее фиксируем. Ну, куда от этого деться? Статистика есть, я ее показываю. Также, друзья, мы готовим для крупных украинских банков, системных банков, индекс рынка недвижимости на протяжении многих лет и заграничных банков, которые работают на территории Украины. Он положительный в данном случае, показываю здесь, видите, единичка, запятая 0,55. А что такое индекс? Индекс недвижимости – это изменение стоимости, в данном случае класс социальное жилье, показываю вам, во времени, квадратного метра во времени. Он считается просто, этот индекс, если у вас есть статистические данные. Показываю 594, делим на 563, получаем рост 5,51% в годовом измерении, естественно. Или же вот этот положительный индекс роста единичка, запятая 0,55. Друзья, немного саморекламы. Мы готовим подобные индексы для финансовых учреждений. Меня смотрит также фокус-группа людей, которые работают в этих финансовых учреждениях. И специалисты, это, как правило, управление по рискам или риск-менеджменту, они по крупицам собирают данную информацию. Она для них архиважна. Почему? Потому что они знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость квадратного метра также во времени. И вот на примере данного графика рисунка я вам показал, как в абсолютных цифрах, насколько стоимость квадратного метра изменилась, так и в процентном отношении, так и индексов здесь. Да? Поэтому, друзья, кто меня смотрит, именно люди, работающие в банках, найдите мой телефон в описании YouTube канала, это Viber телефончик, напишите или созвонимся, или переписка, как удобнее, составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать полный обзор и картинку по всей недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые ресурсы какие-то, да. То есть это и карты будут, это будут и графики, это будет в разрезе сегментов, это будет по всем сегментам рынка недвижимости, их порядка 12. Сейчас я имею в виду и домовладение, и земля любого целевого назначения, также коммерческую недвижимость, в которую входят торговая, офисная, административные здания, производственные, складские. В общем, эта информация для вас, друзья, архиважна. Еще раз повторюсь, наша с вами вот эта синергия знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег,
во времени, а я знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости в Украине по времени. В общем-то, эта синергия поможет и вашему бизнесу, и мне, и компании Олимп Консалтинг дальше, в общем-то, ну, мне заниматься наукой, компании, естественно, развиваться. Это была реклама, друзья. Переходим к следующему слайду. Здесь мы, подводя итоги, сравним два рынка. Это рынок по предложениям, квартиры, которые выставляются для продажи. Я просто повторюсь, вот этот график, рисунок мы подробно разобрали. Рост плюс 5,51% за год по предложениям. Мы с предложениями работаем. А вот внизу здесь рынок аренды, также по предложениям. И вот смотрите, что здесь произошло. Смотрим в нижняя строка. Рынок аренды 4,63% это рост за год по аренде, а по предложениям квартиры, выставляемые на продажу, показал 5,51%. То есть даже обгоняет, чем рынок аренды. И да, друзья, по поводу вот этого рынка аренды, в следующих видео я буду записывать, я уже это делал в нескольких видео, будем разбирать, что такое пассивный доход. Много это или мало, 4,5, ну 4,63% в годовом измерении рост аренды, то есть мы будем говорить о стоимости денег, для того, чтобы люди, которые, так сказать, ну, я не хочу призывать ни к инвестициям, ни к приобретению недвижимости, потому что сейчас мне тут напишут опять, вот тут пропагандой занимаешься. Мы просто обсудим эти цифры, вот чисто как человек, который работает с цифрами, поговорим о стоимости денег на внутреннем рынке, поговорим о стоимости денег, так сказать, в Евросоюзе, да, это учетная ставка, кто не знает, на внутренних рынках, это учетную ставку, которую, допустим, у нас Национальный банк, вы можете посмотреть, устанавливает, да, это основные характеристики стоимости денег на внутреннем рынке. И вот тогда все станет ясно. Я считаю, что для прифронтового города, ну так, чтобы короче, 4,63% роста аренды, это, друзья, очень много. Ну, реально это очень много. Связано, наверное, с тем, что, может быть, военные живут, снимают в аренду квартиру, поэтому город прифронтовой, поэтому рынок аренды как-то разогревается. А вот что с предложениями, почему растет стоимость квадратного метра, здесь я могу как бы догадываться, ну давайте потом попозже об этом поговорим.